И всем привет, дорогие друзья, с вами Ева, и сегодня я вам покажу топ-5 команд Майнкрафта. Ну что, начинаем? Итак, ребят, я телепортнулся на пустое поле, где у нас сразу все расчищено. Ну и первая команда нам понадобится, чтобы, присесть на лавочку. Давайте для начала, хоть какую-нибудь лавочку построим. Так, давайте примерно сделаем ее вот такой вот. Так, условно, вот такую лавочку мы построили, но есть маленький минус. Мы на нее сесть не сможем. И в этом нам понадобится, само собой, команды. Итак, давайте первую... И давайте, кстати, нам понадобится командный блок. Если что, его можно выдать командой give, ближайший игрок, Minecraft, command блок. И так, вот так мы, он выдается. Итак, чтобы сидеть на лавочке, нам сначала надо сломать вот так вот блоки под лавочкой. Кстати, если что, все команды будут в описании. Давайте сразу вставляем первую команду. Если вы хотите сидеть на целом блоке, точнее, вот таком блоке, на радиусе выше одного блока, то оставляйте там циферку 7. А если хотите, чтобы у вас, вы сидели на полублоке, но если вы командный блок ставите под полублок, ставьте здесь вот циферку 3. Вот здесь нажимаем всегда активен и нажимаем готово. И у нас заспавнится вот такое вот седло. Давайте, кстати, сразу везде пропишем. После того, как вы поставите туда свинюшек, просто убирайте командные блоки и заставляйте все травой. Ну все, ребят, все готово, и теперь вы можете просто нажать на вот это седло и спокойно сидеть на лавочке. В принципе, можно делать в любой ситуации. Кстати, да, про полублок. Кстати, да, если вам понадобится все же поставить на полублок, то ставьте также под ним командный блок и вот сюда вот вставляйте циферку 3. Вот так вставляйте циферку 3, всегда активен, и все. После чего можете также сесть и, в принципе, сидеть. Ну и что, переходим ко второй команде. Эта команда вам поможет поставить замок на свой сундук. Кстати, это все сделано без модов, чисто на командах Майнкрафта. Смотрите, нам понадобится наковальня и нам понадобится бирка. После чего мы здесь вот придумаем просто рандомный пароль. Не знаю, вот просто придумаем такой пароль. Так, дальше мы просто ставим командный блок на месте сундука и вставляем вот такую вот команду. И вместо вот этого слова cool, или у вас будет в описании там написано пароль, то сюда вставляем ваш пароль. То есть у меня пароль 123-9. После чего нажимаем всегда активен и готово. И у вас на место командного блока появится вот такой вот сундук, который открыть у вас не получится. Для этого нужен вот такой вот ключ с таким же паролем, как у сундука. То есть нажимаем на него и, все спокойно открывается. А по-другому просто сундук пишется сундук заперт. Так что даже не пытайтесь открыть сундук, если у вас нет вот этой штукенции. Кстати, ребят, это не обязательно должен быть сундук. Вы сюда вписываете любой предмет, который можно открыть. Можно хоть верстак, наверное, заблокировать. Так, здесь вот, то есть вписываете. Вот здесь, например, это стоит печка. Давайте нажмем всегда активен и печка. И так, теперь, когда мы попробуем открыть печку, у нас будет писаться печка заперта. И нам понадобится этот сундучок. Я думаю, каждый из вас видел на каком-нибудь сервере табличку, на которую, если нажать, то что-то произойдет. Например, если нажать на эту табличку, то вы перейдете в режим выживания. Да. Ты как же такие делать? Для этого нам понадобится вот такой вот сайт, ссылочку на которого я оставлю в описании. Переходите по этой ссылке и попадаете вот сюда вот. Смотрите, вот здесь на этой табличке мы пишем текст. Вот я решил, например, написать текст «Нажми на меня». Также, если вы захотели поменять текст, то, например, можете выделить и изменить. И, кстати, будет изменен цвет только того, что вы выделили. Давайте выделим все, напишем, например, красным. Дальше мы выбираем саму табличку, а дальше уже вписываем то, что будет срабатывать. А дальше мы пишем то, что будет срабатывать, когда мы будем нажимать на нее. Можно написать до 4 команд. Давайте напишем, не знаю для чего, но я решил сделать так, чтобы когда нажимаешь на эту табличку, прописывалась команда kill. Не знаю, но пусть будет так дальше. Так, дальше мы нажимаем Ax. Дальше мы нажимаем на кнопку предпросмотр таблички. Текст слишком маленький. Если вы хотите сделать текст, пожирнее, выделяете все и нажимаете на вот эту буковку. И текст будет получше. Предпросмотр таблички уже намного красивее. А дальше мы делаем то, ради чего мы здесь и пришли. Нажимаем создать команду. И вот здесь у нас появляется, у нас есть варианты для версии с 14 до 15, точнее с 1.14 до 1.15 и версия 1.16 и выше. Итак, после мы это выделяем, нажимаем копировать, после чего мы переходим обратно в наш мир. Вот я, ребят, вернусь обратно в наш мир. Итак, давайте, ребят, я обратно вернулся в наш мир. Итак, давайте мы все же выдадим себе эту табличку. После того, как вы скопировали ту команду, которая вам появилась, мы вставляем ее в командный блок. И, кстати, да, именно в командный блок.
бок. Ведь если вы ставите ее в чат, в чате места намного меньше, и она загорится красным, да. Вот здесь мы это все делаем, и дальше нажимаем «Всегда активен», после чего нам выдастся эта табличка. И после чего мы ее ставим куда захотим, и если мы нажмем на нее, то произойдет очень страшная вещь, а именно kill. Ну а следующая команда нужна для того, чтобы сделать прозрачный блок. Смотрите, вписываем 4-ю нашу команду. И, ну, она вот такая, на самом деле, не такая уж и странная. Здесь вот радиус, здесь написано то, где она заспанится и все такое. Так, дальше написываем «Всегда активен», и вот так вот получается. И здесь у нас, как вы могли заметить, имеется вот такой вот блок. Ну, вы скажете, ну, блок и блок. Есть маленький прикол. Через него можно ходить. Давайте, и на самом деле это делается все очень и очень просто. Так, смотрите, вот здесь вот мы прописываем, где именно он заспанится. Вот давайте пропишем вот здесь вот, чтобы он заспавнился прямо над... Чтобы он заспавнился прямо над командным блоком. После чего нам надо найти одну очень интересную штукенцию. А именно вот эту штукенцию. Вот здесь написано Emerald блок. А вот сюда вот можно писать любой блок. Давайте впишем... Я решил писать команд блок, не знаю, пусть будет командный блок прозрачным. Так, давайте убираем раз и вставим 2. И вот так получается. Ё-моё, я немножечко забагался, ямба. Ребят, короче, если у вас произошла вот такая проблема, и он забагался, или вы хотите его убрать, смотрите, вводите на него, прописывайте команду kill, и вот здесь вот выбираете вот эту длинную сложную надпись, вот так вот. Только надо смотреть именно на него. Так, давайте, здесь вот так вот все работает. И вот здесь вот надо, я немножечко тупану, надо поставить не 1, а 0.5, чтобы он заспавнился прямо над командным блоком. Итак, давайте убираем раз, ставим 2. И вот так вот ставится командный блок, только он уже будет прозрачным. Так можно сделать, на самом деле, потайную комнату. Так, ребят, кстати, если вы не обратили внимание, то эта штукенция может через некоторое время пропасть. И чтобы это убрать, надо поставить еще один командный блок, куда вставляем уже вторую, куда вставляем команду 4.5, которая будет в описании, куда вставляем следующую нашу команду. Ребят, кстати, я думаю, вы заметили, то, что через некоторое время вот этот прозрачный блок через некоторое время пропадает. Чтобы это убрать, ставим командный блок и прописываем следующую команду. Прописываем вот такую вот команду, и эта команда делает так, что эта команда выдает, то есть дополнительное время. Давайте нажимаем, не забудьте, вставляем вот эту вот команду, которая будет следующая в описании. Вот, ребята, эта команда, и так сюда ставим «Всегда активен», и сюда ставим цикличный. После чего нажимаем «Готово». Так, и чтобы у вас чат не загрязнялся, советую прописать. И, кстати, ребят, чтобы чат не загрязнялся, советую прописать вот эту вот команду. Она не сложная, и я даже в описании ее не буду оставлять. То есть просто она не сложная, поэтому я даже в описании не буду оставлять. Так, давайте мы ее прописываем, и все, чат у нас больше не загрязняется. И вот этот командный блок уже не пропадет. И чтобы его убрать, прописываем команду kill, и вот нажимаем на вот эту штукенцию. Главное, чтобы вот этот вот плюсик смотрел именно на тот блок, который мы хотим убрать. Так можно на самом деле легко и просто построить какой-нибудь проход. Ну, ребят, например, вот такой вот проход. Хоп-хоп. Ну, переходим к 5-й команде. Ребята, я думаю, все, кто играл на серверах, знают такую команду, как Home. Но если вы захотели ее поставить в обычном мире Майнкрафта, то вам понадобится вот эта команда. То есть ставим команду блок и вставляем ее. Она на самом деле очень длинная. И так, давайте вставляем всегда активен, и вот так вот мы ее выдаем. Так, после чего мы ее открываем, и вот здесь вот у нас прописано, есть вот такое штукенце, ну здесь на английском, на самом деле, по большей части. Так, смотрите, ребят, эта книжка вам поможет поставить home, то есть выбираем, например, любой home, давайте поставим первый, так, нажимаем плюсик, и все, у нас заспавнилась здесь вот такая вот летучая мышка, от которой, если мы отойдем, мы перелистываем сюда и нажимаем на текст вот этот home. И мы к ней телепортируемся. Кстати, если вам не нравится эта мышка, мы просто нажимаете на вот эту вот галочку. Ну, точнее, просто нажимаете на вот эту кнопку, на вот эту полоску, и она пропадает. Входит, так сказать, в эффект невидимости. Ну или в любой момент, когда вы гуляли и захотели вернуться обратно домой, нажимайте просто сюда, и вы телепортируетесь там, где оставили home. Ну, захотел я, например, здесь еще дополнительно home поставить, ставлю еще здесь home, давайте сразу ее сделаем невидимой. Ну и вот здесь вот давайте еще куда-нибудь туда отбежим, поставим еще один home. Давайте, ребят, ставим здесь мы 3-й home, и также делаем его невидимым. Так, все, давайте. И, например, я захотел телепортироваться на 1-й home, мы телепортируем сюда. Хотели вернуться обратно на 3-й, телепортировались сюда. Ну и давайте
давайте, ребята, раз уж ну и вот так вот работает эта книжка, кстати, тут вот так работает эта книжка, кстати, тут имеется вот такая вот штукенция, и если вы не ленивый, то разберетесь сами. И, кстати, ребят, я для вас подготовил 6. Ну и, ребят, на самом деле, я должен вам показать был только 5 команд, но я решил подготовить вам 6-ю бонусную. 6-я бонусная команда выглядит вот так. Вот здесь, например, выбираем любого моба. Так, давайте, кстати, здесь выберем не зомби, а то он сгорит на солнце. Так, давайте выберем, не знаю, давайте, например, выберем крипера. Если я не ошибаюсь, он не горит на солнце. Так, давайте его спамнем, и он появляется. Ну и спросите, а в чем прикол? Прикол в том, что у него... он как бы сделать ничего не сможет. Давайте мы перейдем в режим выживания. Ну и все, видите, он нас даже не атакует. Он не атакует, не взрывается. И так можно спавнить абсолютно любого моба. Так, давайте мы вот так вот Блин, у меня всего одна стрела. О, все, у меня теперь много стрел. И можно вот так вот по нему стрелять или что-то еще. Так, я хотел побольше урона нанести. Так, ребят, все, я получил несколько зомби. И можно вот так вот их атаковать. Я не буду просто стоять на солнце, гореть, но делать ничего не буду. А прикол в том, что здесь мы, получается, самон это заспавнить. Дальше мы пропишем тильды, то есть на нашем месте. И вот это вот, именно вот эта штукенция, которая выделена зеленым цветом, отключает у них мозг. И они просто ничего не будут делать. Ну, то есть заспавним и все, стоят, себе ничего не делают. Ну и давайте мы их прибьем. Все, зомби больше нет. Ну а с вами был Лэй. Я надеюсь, вам понравились эти команды. И, кстати, 6-я бонусная команда была только для тех, кто подписался и поставил лайк. Но если вы хотите продолжение, то давайте наберем на этом ролике 25 лайков. И будет продолжение. Ну а с вами был Лэй. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.